Привет. Всем здравствуйте. Ну что, мы начинаем записывать наш очередной выпуск подкаста Soul Talk по-женски без масок. Те, кто первый раз нам подключается, меня зовут Анастасия, и на другой стороне экрана у нас Алия. Да, сегодня мы хотим поговорить о том, как наше тело разговаривает с нами и с нашим окружающим миром. Примерно так, да? Это так. Мы начнем с этого, и потом посмотрим, куда нас поток заведет и в какие разговоры мы дальше углубимся. Я думаю, что многие люди до сих пор считают, что физическая болезнь — это просто физическая болезнь. Она никак не связана с твоими ментальными простройками, с твоей психологией. И они лечат это через какие-то, не знаю, принятие лекарств, либо операции, допустим. Но как я вижу мир, и через тот опыт, который я прошла, я осознала, что на самом деле болезнь появляется в теле, когда ты что-то не проживаешь в своей жизни, какой-то урок, или, допустим, ты гасишь какие-то свои ощущения, и из-за этого оно фиксируется в твоем физическом теле. И это очень важно осознавать этот момент, потому что свое тело можно вылечить без каких-то хирургических вмешательств и медикаментов. Я лично стараюсь вообще идти по жизни без употребления таблеток, насколько я могу, и пытаюсь работать и взаимодействовать, если вдруг где-то у меня что-то болит, использовать только растения, растительные препараты, холистические препараты. И как только я начала жить именно так, мое тело и моя связь с моим телом намного улучшилась. Я начала его принимать, и многие вещи начали, ну, как бы они, в принципе, перестали появляться. То есть я чувствую себя достаточно здоровой, наполненной энергией. Поэтому это очень важно осознавать, что изначально болезнь, она приходит именно из твоих ментальных каких-то настроек внутри твоей головки. Я с тобой согласна, потому что даже замечая свое тело, насколько оно чувствует себя по-разному в разных городах, в которых я нахожусь. Когда я приезжаю во Флориду, я нахожусь возле океана, я нахожусь возле солнышка, и мое тело перестает болеть, оно хочет двигаться, оно хочет плавать, оно хочет кушать. Я вот в этом прям удивляюсь, мне хочется клубничку, орешки, бананы, что-то такое постоянно. Как только я приезжаю в Хьюстон, у меня тело начинает как будто бы закрываться в какой-то степени, и одновременно мне все время хочется есть мясо, мне хочется есть барбекю какое-то, мне хочется жареную еду. Вот оно как-то. Когда я приезжаю на Кипр, так можно и не объяснять, да, по лицу Да, видно. уже все было понятно, Да. да. Я ем постоянно рыбу, я люблю рыбу, там какие-то... Я себя так хорошо там чувствую. Я на самом деле тебя искренне понимаю в этом, потому что вот прошлым летом мы с подругой решили выехать из Вильнюса, и я прям ощущала, как менялась энергетика, и менялось вообще мое ощущение моего тела. Потому что когда я в Вильнюсе, здесь достаточно тяжело. И мое тело, оно как бы немножко закрыто. А когда мы начали выезжать, где-то вот прошло полчаса отъезда от Вильнюса, мы ехали в сторону Каунаса, энергетика и вообще как бы само мое ощущение через тело, оно мгновенно изменилось, оно как будто начало заново дышать. И мы ехали в Ниду, а там с двух сторон вода, то есть с одной стороны море, с другой залив.
И это было невероятно. Когда я туда приехала, я просто начала летать. У меня какое-то безумное количество энергии, я как будто попала вообще в другое пространство. Но для меня вообще, в принципе, мой организм, мое тело, оно очень любит солнышко и любит океан. Вот когда я попадаю в такие места, я безумно счастлива изначально, и я как бы вообще летаю, у меня безумное количество энергии, я радостная с утра до вечера, то есть как бы мое тело, оно прям наслаждается. Я тебя 100% понимаю. И самое интересное, что почему Кипр, он ведь соединяет две стихии, которые мне интересны. Во-первых, я люблю воду, но я люблю именно море, потому что океан, он для меня немножко агрессивный. Чем волны там, это в море всегда, ну вот, есть определенный лимит в море, какие волны. А также на Кипре есть горы. И там так вкусно. И там такие хорошие люди живут. Почему я не на Кипре? И мне постоянно сейчас на Фейсбуке выходят рилсы и говорит, ой, мне печально. Почему? Потому что я не на Кипре. Что-то такое постоянно выходит. Потом есть одно видео такое, Джон Траволта стоит, ну, как бы это такой гиф внутри воды. И он стоит такой, смотрит, а наверху написано, говорит, мне сказали, что на Кипре проблемы не уходят. Типа, if you go to Cyprus, your problems are not gonna go away. И он такой посмотрит по сторонам. Где мои проблемы? Это мой любимый рилс. Я его записала себе на телефон. Если что, если становится печально, я смотрю его. Такая, на Кипре нет проблем. Вот, это прям так сильно откликается, когда я жила на Коста-Рике, вот то же самое. Там как бы ты, в принципе, не ощущаешь проблем. Даже если они есть, они не существуют, потому что там абсолютно другой мир, и это магия. Я помню, я тоже ходила на хайки. Я в какой-то момент осознала, что я люблю хайкинг. Я раньше вообще этим не занималась, но там у меня это проснулось, и я могла потом по 3-4 часа гулять вообще по горам, в джунглях, и причем делала это одна, у меня какая-то внутренняя такая сила появилась, бесстрашие. Кто-то сейчас подумает, боже мой, это не очень правильно, но я как будто бы знала, что все хорошо, за мной присматривают и оберегают, поэтому я тебя прям искренне понимаю. Мне кажется, это тоже зависит еще от поля и людей, которые находятся рядом с тобой, потому что как ни крути, все равно мы друг на друга влияем, особенно когда большие массы, то есть у каждого города, у каждой деревушки, да даже у каждого района и у каждого дома есть своя вибрация, и у каждого человека то же самое, то есть ты иногда заходишь в поле человека, там, нельзя говорят, что, ну, допустим, посмотрим на такую банальную вообще поговорку, что погода в доме зависит от женщины, потому что если у мамы, жены плохое настроение, то, естественно, у всех оно будет такое же. Вот такая сила у женщины. И это тоже вот про поле, про внутреннюю энергию. Поэтому это как-то все очень плавно переплетается и откликается в разных аспектах нашей жизни. Мгм. Это главнее всего погода в доме. А все другое суета. Я, правда, петь не особо люблю, но ничего. Долина хорошо спела. Да, я, кстати, тоже помню эту песню, она мне так откликалась. И в ней еще такая сила, но когда я ее пела, ну, как-то прям заряжала, мне кажется, очень много женщин. Мгм. Да, да, Долина вообще молодец насчет этого. Да. Но ты знаешь, вот мы еще с тобой обсуждали до этого определенные части тела, когда они болят. И я помню очень хорошо, когда у меня был период в жизни, мне нужно было поменять все то, что я для себя создала. Это было давным-давно, в 2019 году, когда начался этот процесс, как раз-таки перед ковидом.
И когда проходил этот момент в моей жизни, у меня просто вот низ живота и ниже до бедер постоянно была ужасная боль. У меня были постоянные боли. И настолько я углубилась, читала Луису Хей и русских специалистов, которые обсуждают психосоматику. Мгм. И эта психосоматика, она просто открыла мне новый мир. Когда я начала смотреть, я прям увидела, насколько, поскольку у меня просто разрывались определенные части. Можно сказать, если я дерево, я построила себе, вырастила себе корни, но не там, не в том месте, где мне нужно. И мне корни начали гнить. И мне Мгм. для того, чтобы спасти свое дерево, мне пришлось вырвать все эти корни с глубиной. И когда я это начала делать, у меня вся вот эта часть, нижняя часть, как по чакрам, да, вот чакра корневая и чакра женственная, да, получается, оранжевая чакра, оно все у меня просто сходило с ума. Так, типа, куда? И мне даже были такие видения, что я дерево, которое вырвали с корнями и просто выбросили. Потому что у меня развод был, потеряла я дом, потеряла я семью, потеряла все, что я для себя создала, я потеряла для себя. Вот мне было очень плохо. Но и в то же время понимала, что мне нужно было пройти этот процесс, потому что иначе оно как дерево, я по-любому бы там завяла. Если Мгм. говорить как ну, в метафоре, да, но тот момент, что когда меня выбросили, я такая лежала, ждала там, кто-нибудь спасет меня? Поняла, что никто не спасет, сама себя взяла под мышку и перевезла. Посадила себя в Хьюстоне, и потом сижу такая, думаю, ты вообще туда приехала, нет? Но у меня такое ощущение, что в Хьюстоне я как в горшочке живу сейчас. Мгм. Он не настоящий дом для меня. Он для меня временный, да, что я в Хьюстоне, получается, в горшочке привожу свои корни в себя, а теперь мне нужно этот горшочек взять и отвезти на Кипр и посадить там. Или, если можно, раздвоить себя пополам. Один на Кипр, один во Флориду. Можно и так. Можно и так. Можно же путешествовать, можно и там побывать, можно и здесь пожить. Там, допустим, полгодика там, полгодика здесь. Да, вот это хорошо. А можно еще месяц там, месяц тут, месяц там, месяц тут, а потом месяц угадаешь. Все Мне можно. на самом деле вот такой откликается вариант. Я почему-то очень давно вижу, что у меня дома как бы по всему миру, не знаю, как это сложится, но какая-то вот такая у меня внутри история. Мне очень нравится путешествовать, и мне это нужно, я еще пятерка. То есть я как раз в путешествиях, в движении раскрываюсь, и в этом моя энергия. И когда я этого не делаю, ну, как бы я прям чувствую, что моя энергия застаивается. Мне нужно прям даже просто гулять, чтобы как-то это проявлялось в реальности. Ты Вот. знаешь, по Сюцай пятеркам нужно всегда ходить. В день минимум по 10 тысяч шагов. Я всегда хожу. Вот у меня просто иногда бывает, что ну, как сказать, не то, что бывает, это... Бывают дни, конечно, я просто дома сижу, потому что у меня тут свои процессы, свой этот, но мне обязательно нужно уходить. Я прям понимаю, что моему телу нужно двигаться, потому что если я не двигаюсь, я как будто в болоте оказываюсь. Да, да. А у меня похоже, но я не пятерка, восьмерка. И у меня 3 восьмерки в моем. У меня, кстати, пятерки там просто везде. То есть у меня это очень сильно проявляется на разных уровнях. А вообще, когда мне делали расклад по нумерологии, прям очень глубинный, мне сказали, что ты бабочка. Ты Бабушка? вот летаешь, да, бабочка. Ты летаешь как бы по всему миру и как бы приносишь свою красоту, ты такая легкая. И мне настолько это откликнулось в тот момент. Я еще помню, когда делали расклад, солнце очень ярко светило. Для меня это прям большой знак Вселенной, так она со мной разговаривает в моем мире. Мгм. Я помню прям вот эти 3 часа, что мы взаимодействовали.
комната была просто налита солнечным светом, как будто вот оно просто солнце для нас светило. Мгм. И там настолько оно все откликалось внутри меня, все эти нюансы, моменты, которые мне рассказали с нумерологической моей карты. Там даже были какие-то нюансы, которые я не озвучила ни одной живой душе. Вот настолько изнутри пошла информация. Но с другой стороны, я тоже понимаю, что, допустим, насчет партнерства в плане мужчины, да, мне нужна скала, потому что я настолько легкая, я везде летаю. Мне нужно, мне нужен, да, кто-то, кто будет заземлять вот эту всю энергию, потому что, ну вот как-то так. И я Да, действительно осознала, что да, где-то внутри я себя именно так ощущаю. И, то есть я бы, наверное, себя не описала как дерево, я больше бабочка, птица, колибри, у меня еще очень большая связь с колибри. Я их просто обожаю. Я их когда вижу, у меня сердце замирает. Я вот 2 раза жила в Коста-Рике в разных локациях, и они ко мне прилетали. И это было просто божественно. А колибри, ты, наверное, знаешь, что это такой да. Ну, проводник между материальным миром и духовным миром. они как маленькие феи. Да, но они, кстати, вот что интересно для меня было, они вроде кажутся маленькими, но ты представь, какая в них внутри сила. То есть они очень сильные, потому что они будто летают на больших расстояниях. То есть по сравнению с большой птицей, они должны делать намного больше усилий. Да, да. А я орел. Я это тоже увидела давно. Как бы ассоциация у меня больше с орлом. И две истории, две притчи, которые мне просто резонировались. Да, резонировали? Не знаю, как правильно говорить. ам, Откликнулись. Одна была, когда орлу 40 лет исполняется, он взлетает очень высоко, находит себе скалу и ломает себе свой бик, э, Клюв. клюв, и вырывает все свои перья полностью. Боже. Проходит через очень-очень колючий процесс, но поскольку он его делает, он еще может 40 лет жить. Если он останавливает этот процесс или не делает этот процесс, то Мгм. он максимум живет 50 лет. Ну, то есть, может быть, 10 лет ему остается. Мгм. То есть он себя перевозрождает для того, чтобы продолжать жить. А, Боже мой. да, вот это первая притча, которую я услышала. Вторую притчу я услышала. Три я, кстати, услышала. И когда я их услышала, я поняла, что я орел. Роль. Вторая была, что когда орел летит, и часто ворона прыгает ему на спину и начинает ему клевать спину, Мгм. чтобы его сбить. И он никогда с ней не воюет. Он просто поднимается еще выше, потому Мгм. что там высоко ворона дышать не может. И ворона, чем выше он поднимается, ворона просто спрыгивает с него, потому что она не Мгм. может дышать. Да, то есть насколько вот это благородная вещь, что он не ругается с ней. Мы про это с тобой сегодня и говорили, да? Что ругаться с людьми как будто бы... Ну, оно сейчас прозвучит как эгоизм, но как будто бы это ниже меня. И вот М. когда я это услышала, зачем я буду спускаться и ругаться с людьми? Я лучше повыше поднимусь, да? И вот я это услышала. И третья история была, что... А это мне историю Мартин, кстати, рассказал, когда он только со мной встретился. Есть такая притча, что жил страшненький цыпленок, и все цыплята его докапывались до него, издевались над ним. А он такой был выше, чем все, у него страшный клюв был, у него страшные крылья были. И в один момент он гуляет, поэтому уже никто с ним не хочет общаться, и подлетает орел, Мгм. садится на крышу и говорит ему: «Эй, ты!» А он такой: «Чего?» Он говорит: «Ты что тут делаешь?» Он говорит: «Я курица». Он говорит: «Какая ты курица? Ты орел».
Он говорит, да нет, говорит, я курица. Он говорит, так ты орел, посмотри на себя. И он так на себя смотрит, говорит, на меня посмотри. А теперь, говорит, на них посмотри. И он смотрит, говорит, ты на них похож? Он говорит, нет. Я говорю, на меня похож? Да. Он говорит, давай, полетели. Он говорит, а я не умею, я же курица. Он говорит, я же тебе сказал, что ты орел. И он бежит, 2-3 раза ему не получается, и в третий раз он ему говорит, ты орел, посмотри, ты орел. И он бежит, разбегается, начинает лететь, взлетает и улетает с этим орлом. То есть он Вау. родился не там, где должен был быть. Да, то есть, и думал все это время, что он страшная курица, а на самом деле он красивый орел. Я такая, это про меня. Однозначно, однозначно. Мне кажется, ты сейчас только вот раскрываешь свои крылья и взлетаешь. Потому что я себе уже сломала клюв, вырвала все свои перья, Да. зажила уже, а теперь есть такая, так, ребята, я готова летать, короче, мне еще 40 метров минимум. Ну, это прекрасно. Прекрасно, что ты внутри себя именно так ощущаешь. Мне, кстати, вот история про Феникс прям очень откликается, потому что мое имя, оно переводится с греческого как воскресшее, ну, то есть перерождающийся. И я как будто, вот особенно последние 4 года, постоянно перерождаюсь и меняюсь, и я уже в какой-то момент такая, боже ты мой, ну когда там как будто бы это все закончится, потому что вот я тебе рассказывала историю, мы даже с моим другом Алексом смеялись, потому что в эти моменты, когда ты себя перерождаешь, особенно когда ты девушка, тебе хочется, ты видишь себя по-разному, ощущаешь себя по-разному, тебе хочется другую одежду, другую прическу. И мы с Алексом смеялись на том, что, боже мой, если я буду реально каждый раз покупать новую одежду, когда у меня идет внутренняя трансформация, но у меня будет гардероб там похлеще, чем у Киркорова, ну, допустим, потому что это происходило настолько часто, что это было просто невероятно. Но с другой стороны, я думаю, вот знаешь, о чем подумала, когда ты рассказывала про с кем ты себя ассоциируешь. И я подумала о том, что вернее, мне пришло, что мы ведь все разные в разные моменты своей жизни. То Да. есть в какие-то моменты ты бабочка, да, в какие-то моменты ты, допустим, орел, да, или дракон, или какое-то еще там животное или растение. И это очень, как бы, мы сейчас говорим в символах, да, в животных, в каких-то таких сравнениях, но в жизни оно проявляется в том, что в какой-то момент ты очень счастливый, в какой-то момент ты грустишь, в какой-то момент ты можешь разозлиться. И это все проявления тебя, и каждый человек, он многогранен. И мне кажется, многие люди не позволяют себе проявляться, во-первых. То есть Мгм. они как-то вот одевают одну маску, есть же еще маски, Да, да. которые мы любим одевать, и вот надо говорить так, нужно действовать так. Вот часто бывает история, плакать нельзя, особенно на людях. Ну, это вообще взрослым почему-то запрещается законом Вселенной, нельзя плакать. А это, кстати, вот интересный даже момент, я сейчас вспомнила, что почему мужчины живут меньше, чем женщины. Они не плачут, они не выражают свои эмоции, не выражают свою боль. И поэтому, к сожалению, она уходит, многие из них уходят из жизни сердечными приступами или какими-то вот такими заболеваниями, потому что они свои эмоции не проживают. И оно что делает? Оно фиксируется в твоем теле. Мгм. А знаешь, кто хорошо проживает свои эмоции? Уилли Нелсон. Ему уже 91 год, он Ага. до сих пор поет. И он все, что когда-либо с ним происходит, он выводит это в песни. И он говорит, что ему было очень долго больно. У него два выбора. Один, он курит косяк, Мгм. а потом выходит петь. И он поет целыми днями. Да, то есть как бы, и, кстати, вот это такая тоже controversial тема насчет марихуаны, грибов, там, вот люди как бы, а,
когда я работаю с людьми по этой теме, я все время говорю, слушайте, какая разница? Тебе хорошо? Ну вот если тебе хорошо, м, ну и делай, что тебе хорошо, слушай. Да, вот если ему хорошо курить и потом петь, пусть он делает. Но если ему, например, покурил он, ему неприятно петь, то не делай. Или просто покурил, не хочу. Да, вот как бы надо себя спрашивать внутри. Вот тебе хорошо от этого? Я недавно с кем-то говорила, мне женщина говорит, ой, у меня такая депрессия. Я спросила, вы ездили ли когда-нибудь в Орегон и делали грибы? Ой, а вдруг я привыкну к этим грибам? Я говорю, ага, вдруг вы привыкнете к этим грибам, и будет вам хорошо. Куда же депрессия делится? Как же без депрессии жить-то? Как вы будете? Она так на меня посмотрела, говорит, в смысле? Я говорю, ну какая... Я говорю, или вы с депрессией живете, пьете вот эти лекарства и алкоголь, чтобы уходить, да? Или же вы привыкаете к чему-то такому, которое вам, ну, хотя бы на момент... Но я, конечно, никому ничего не советую сейчас, я просто говорю свой опыт работы с людьми, у которых есть привычки негативные, да? То есть у каждой привычки есть... У каждой негативной привычки есть позитивная привычка. Ее просто надо найти. Так же, как у каждого плюса есть минус, у каждого минуса есть плюс. И если ты привык к этому, ты можешь приучить себя к чему-то другому. И Уилли Нелсон, у него была ужасная депрессия, у него были ужасные проблемы по здоровью. И когда он нашел себя на сцене, и единственное, как он мог на сцену выходить, это курить косяк, все, ему хорошо. Ему 91 год, он живет на этом косяке уже 40 лет. Ну пусть живет. Кто ему мешает? Ну, На самом деле нужно всегда слушать себя и искать какие-то моменты, которые делают тебя счастливым. Потому что ам, мы пришли сюда именно для этого, наслаждаться жизнью. Не для чего-то другого. Почему-то в обществе очень принято пострадать, там, позавидовать, еще какие-то вот такие нюансы, моменты. Но ведь же есть другая опция. Можно быть просто счастливым, можно светить, можно танцевать, можно радоваться. И вот можно собираться вместе, не знаю, устраивать какие-то празднования, больше проявлять любви друг к другу, заботы. и еще знаешь, что только что пришло? Мгм. Если ты не наслаждаешься, да, если, например, ты страдаешь, как человек, там, кто ты есть, то наслаждайся тем, что ты страдаешь. Это твой выбор, то как бы, если выбираешь. И единственное, что не надо этим делиться с другими, да, как бы, если человек хочет, чтобы ты страдал вместе с ним, то он тебе скажет, слушай, я тут хочу пострадать, можно вместе с тобой пострадаем. Но если они хотят веселиться, а ты хочешь страдать, то вам просто не по пути. Иди найди себе другого, который хочет страдать. А иногда человек страдает, а потом скажет, что-то устала я страдать, пойду попробую повеселиться. Пришла, повеселилась, что-то устала веселиться, пойду пострадаю. Да, как бы, но это не то, неплохо. Когда я изучала системную теорию, там самый большой урок – это учитесь от природы. И когда ты смотришь, наблюдаешь за природой, в природе нет хорошо, плохо. В природе нет правильно или неправильно. В природе только есть. Есть солнце сегодня, есть дождь вчера. Дождь неплохо, дождь просто погода. Снег тоже просто погода, это неплохо. Кто-то любит снег, кто-то не любит снег. Не любишь снег, не едь в Канаду, живи во Флориде. Не любишь солнце, приезжай в Хьюстон зимой, потому что здесь темно, здесь тепло, но пасмурно во время Да. зимы. Да, то есть в природе нет плохо и хорошо. Это человек придумал. Ну что, вот ведите себя правильно. А кто сказал правильно? Я сказал, а ты кто?
Да, Да, я с тобой абсолютно согласна. Откуда появились какие-то вот такие параметры и почему это должно быть правильно для меня. То есть ты даже не знаешь меня, не знаешь мой мир, и, ну, то есть это все для меня лично не актуально. Вообще любая ситуация, любое проявление, любое событие, оно нейтрально. У него появляется какая-то окраска только от зависимости от тебя. То есть ты можешь любую ситуацию увидеть либо в ключе положительном, либо негативном. Ну, допустим, я приезжаю в новый город, и я восхищаюсь какой-то невероятной божественной красотой, да, архитектурой этого города. И в этот же город приезжает другой человек и смотрит на пол, видит мусор. Ну вот, это вот настолько банально. То есть ты сам выбираешь, какую жизнь ты проживаешь, через какие эмоции ты проживаешь, через какие картинки ты это проживаешь. И да, иногда бывают какие-то уроки, тебе тяжело. А, и я лично себе позволяю прямо от души порыдать. Раньше я это не умела. Вот после того, как папа ушел из жизни, я себя вот просто закрыла в коробочку, все эмоции сюда. Просто я не знала, как это проживать на тот момент. А потом, когда в мою жизнь пошла Plant Medicine, тут мой кранчик открылся, и он перестал закрываться, и я позволила себе быть самой собой. Вот что я хочу больше всего, наверное, сейчас донести и выразить. Будьте самими собой, какими вы хотите, вот как вам хочется, не знаю, одеваться в те одежды, как вам хочется, проявляться так, как вы это желаете, делать то, что вас радует. И неважно, что кто подумает. Вы хотите, не знаю, в 40 лет кататься на скейтборде, да катайтесь, кто вас останавливает. Это не только же молодежь может делать. Вот, я просто сейчас вспомнила девушку на Инстаграме, у нее как-то в голове. Я думаю, блин, круто, молодец, она просто живет. Кто-то, не знаю, на какими-то другими вещами. Просто будьте собой, какими вы хотите быть и от чего вы кайфуете. ты знаешь, еще такая этот есть. Ам, Пришло такой тоже интересный момент, когда у меня был тяжелый период, и я думала, что я такая, такая, а, пупи, как, М, как какашка. И мгм, я привлекала себе людей, которые на меня также смотрели. м, Да, вот, ну, ali я не хорошая, ну вот какая есть, знаешь, такая. И все, я вот находилась с людьми, и они мне говорят, ты не хорошая, я верю. Потому что я уже внутри верю. А когда я пробудилась именно, думаю, ну слушай, я какая есть, такая есть. Ты плохая по сравнению с чем или с кем? Если меня сравнивать с человеком, который разрушает весь мир, то я нормальная. Если меня сравнивать с мамой Тересой, то, может быть, я плохая. Да, то есть, как бы, но это же все только в сравнении приходит, не просто так. Вот, и тут, значит, ко мне это приходит, э, мгм, и я замечаю, что ко мне приходят в мир совсем другие люди. Но я задумалась, что произошло сначала. Я внутри себя это приняла, и потом начали эти люди приходить? Или же я готова была принять это внутри, и я начала создавать для себя, что люди такие были, чтобы такие люди приходили. Ну, то есть у меня и то одновременно мгм, происходит. И я понимаю, что все-таки прикольно, да, вот как мы создаем свой мир. И сейчас, слушай, если я тебе не нравлюсь, то отвернись и иди туда, где тебе кто-то нравится. Зачем ты сидишь? Я недавно выставила пост, мне пришли очень добрые сообщения. Вот это ты не так сделала, вот это ты не так сделала, а где вот это? И я так сначала сидела, думаю, что вот нападают на меня, а потом думаю, да нет, в голове себе поменяла, нет, не нападают, хотят тебе помочь.
и подсказывают, слушай. Я внутри просто поменяла, как я это вижу. Я не знаю, правда, нападают или пытаются помочь, но я отвечаю за то, как я это вижу. И я приняла решение, что я вижу это как пытаются помочь. Поэтому я так приняла. Wise spirit. Да. И также вот, когда я тебе рассказывала историю, которая у меня произошла в Остине, Да. я могла бы и поругаться с этим мужчиной, и все, но я приняла нет, решения нет. Как бы потом я все равно выпустила это из себя все. Но реально, что произошло, я поднялась просто выше, взлетела повыше, и он уже не имел никакого доступа ко мне. И когда мы с тобой сейчас общались, мне еще какая-то информация такая интересная пришла, что эм, они же, когда человек нападает, он же не видит тебя, он же что-то зеркалит. Мгм. Человек зеркалит, ты что-то в нем триггернул, и все, прозеркалило, и вот он стоит, кричит, и он сидит, стоит, кричит на меня. Он мне говорит, ты там то-то, то-то. И я Да. понимаю, что в этот момент он говорит, я то-то, то-то. Да, я могу подтвердить Да, или... это очень мощная сейчас, очень глубинная мысль. Да. Если, и я знаю, есть, по-моему, это русскоговорящий психолог, который рассказывает эту историю, что пришла девушка на сессию. Доктор, помогите мне. Мне все говорят, что я такая тупая. И я обижаюсь постоянно, мне плохо, у меня из-за этого депрессия. Он говорит, ну, я не знаю, наверное, люди так думают, потому что у вас зеленые волосы. Она такая, в смысле? Ну, у вас зеленые волосы, поэтому вы тупая. Она такая, у меня не зеленые волосы, а она блондинка. Мгм. Он говорит, да, зеленые. Да не зеленые у меня. Что с вами? Он говорит, ну идите посмотрите в зеркало, у вас зеленые волосы. Она подходит, смотрит, на него смотрит, говорит, вы тупой, у меня не зеленые волосы. Он говорит, да, не зеленые волосы, но вы все равно тупая. И она раз обиделась. И он ей говорит, смотрите, говорит, когда вам говорят, у вас зеленые волосы, вы знаете, что у вас не зеленые волосы, вы не верите в это, поэтому вы не обижаетесь. Когда вам говорят, вы тупая, почему вы обижаетесь? Потому что внутри вы думаете, что вы тупая. И все, с человеком это вообще не связано. И ты такой, Да. «Вау». Слушай, это мощно. На самом деле так, потому что каждый человек, который приходит в твою жизнь, это твое зеркало. Он что-то тебе подсказывает, о тебе показывает о тебе и показывает той реальности, которую ты построила, и о том, что у тебя внутри в твоем мире. Оно так и выходит, Да, да. да. И есть еще такой нюанс, момент, что очень часто люди, когда ты живешь на автопилоте, ты не задумываешься, ты иногда одеваешь шапочки, которые не твои. То есть тебе сказали, а ты такая, и ты ничего не ответила, такая, и пошла с ней. А может быть, нет. То есть вот этого вопроса, мое, не мое, оно даже не происходит. И ты почему-то одеваешь одно, второе, третье, четвертое. И вот свою аутентичность ты теряешь в этом процессе. Мгм. Да, да. У меня так интересно. Недавно у меня было задание в моей программе. Нужно было спросить у людей, как они меня видят. Мгм. И так интересно, почти все меня видят совсем по-другому. И я такая сижу, думаю, так они как хотят, так и видят меня. И со мной вообще не связано. Очень редко с кем я могла согласиться, что, о, да, я такая. Мне когда начинают рассказывать, ой, вот ты вот такая, вот ты вот такая. Странно. А ты что думаешь, да? И вот задаешь вопросы и видишь, что вообще все как хотят, так и видят тебя. Через, Да, через свои. Поэтому вот когда люди пытаются, чтобы они нравились друг другу, чтобы ой, там, ой, лучше вот так сделают. Сидишь, думаешь, ну, слушай, всем пытаться понравиться, так ты вообще потеряешься. Но это вот была моя жизнь до этого. Поэтому я мгм. себе сломала крюк, бик.
Клюв. Перья повыровала. Такая, не нравится мне так, хочу новые. Да, и получается, что вот такая вот ситуация интересная. Да, я тебя прям искренне понимаю, потому что я прошла через тот же самый процесс, и в какой-то момент я такая, подождите-ка, что? Нет. Вот это все нужно убрать, все эти вот эти слои, наслоения, все эти маски. И действительно, люди как бы видят тебя просто через свою призму, через призму опыта, через призму каких-то сценариев жизни, и ты у всех будешь разный, причем ты же приходишь к людям еще и в разных состояниях, у вас это происходит в разное время, ну то есть зачем кому-то что-то показывать, доказывать, для чего, ради чего? Мне кажется, связь всегда должна быть гармоничной. Вот если ты чувствуешь, что тебе с человеком гармонично и комфортно, иди, ты нашел свой трайб, да, как мы говорим с тобой. И это самый большой дар, радуйся этому. Если ты чувствуешь, что, ну, как будто что-то там не складывается, ну, аривидерчи. И я, кстати, сейчас вспомнила такую историю. Одна девушка-блогер, она рассказывала про то, что она пошла на свидание, она достаточно известная онлайн, с парнем, и потом рассказывала про свидание, и как будто бы пошло достаточно много хейта в его сторону. Ам, Она уже прошла вот эту ступеньку того, что она не смотрит на себя через призму людей, она смотрит на себя через свое видение, как она есть. А для него это был шок, потому что он вообще, в принципе, в какой-то момент перестал с ней общаться, потому что в него прилетело столько хейта, и вот то, что ему говорили, не складывалось с тем, что он видел внутри. И у него вот этот был, боже мой, как это правильное слово? Double bind? Ну, на английском, да? Наверное, да, то есть диссонанс, вот, по-моему, это правильное слово, где он себя видит вот так вот, а все другие видят вот так, и он такой, подождите-ка, вы так не видите меня, а почему вы так не видите? И вот он прям потерялся в этом. И многие люди тратят столько много энергии, чтобы быть удобными, хорошими, прекрасными для других. А зачем? Зачем вы это делаете? Ну, то есть, в какой момент вы живете? То есть, мне кажется, вы столько много энергии уходит вот на то, чтобы быть удобным, хорошим и прекрасным, что у тебя, в принципе, просто не хватает энергии для того, чтобы просто быть собой. Вот в какой момент ты садишься, такой, фу, все, можно вот это сейчас все снять с себя, не знаю, выпить чашку кофе, там еще что-то поделать, и ты такой выдыхаешь. А Мгм. зачем? Да, да. Я знаю. Еще самая вот эта большая маска, самая, я бы сказала, самая powerful маска. И в то же время самая тяжелая маска– это маска мамы. М, Потому что она передается из поколения в поколение. В основном она передается мамой и дочке, потом дочкой, внучке, да, и эта маска, это какая должна быть мама. мгм, И ведь каждая из нас только смотрит, какая быть мама должна, смотря назад на свою маму, а мгм. она на свою маму. Так это получается, мы едем вперед, а смотрим в заднее окно. Да. Вот так вот, как бы сейчас туда доехать, да, смотришь назад. Я никогда не буду такой мамой, как моя мама, потому что я приняла решение, что я буду своей мамой. Не такой, Мгм. какая должна быть, не такой, когда по телевизору показывают, а такой, какой мне хочется быть со своими детьми. И не все Да. со мной соглашаются моим parenting style. Мгм. Не все. Потому что я не ругаюсь, я не кричу больше. Раньше я ужасно кричала, ужасно злилась, потому что я даже не знала, что по-другому можно. После того, как я прошла вот эту программу, я прошла трансформацию, очень много трансформаций, я сейчас смотрю, и я задаю им просто вопросы.
И вопросы эти, они могут откликнуться, а могут вообще не откликнуться. И в прошлый раз мы говорили со своей дочкой, мы так смеялись вдвоем. Она пришла с работы, она работает, она печет печенье. Мгм. Она пришла такую работу, потому что ей нужно после обеда в школу ходить, а с утра ей 17 лет. Вот. Так почему-то я в ту ночь присоединилась к ней, и мне всю ночь снилось, как я печенье пекла. Всю ночь. Мгм. Я так устала от этих печений. И тут я проснулась такая уставшая, думаю, ничего себе, что напекла печенье. А я вообще не пеку, я только кушать готовлю, ну, иногда. Мгм. И она приходит домой, и я говорю, слушай, говорю, как я устала от твоих печений. Ну, мы с ней посмеялись, и мы поняли, что мы друг от друга питаемся какой-то энергией. Мгм. И потом она меня что-то спросила насчет... было день рождения младшей, а младшая в школе была. И вот мы что-то начали разговаривать про нее. Я пыталась вспомнить, во сколько она родилась, и что-то мы переговаривались. И потом я начала рассказывать ей, как проходили роды с ее братишкой, со старшим. Моим. И Мгм. почему-то, вот мы разговаривали, потом, наверное, минут 20 я ей рассказывала. Потом я встала и пошла на кухню. И она такая сидит. Мам, а где мы были только что? Я говорю, в смысле? Она говорит, такое ощущение, говорит, что мы не здесь были, а там во время твоих родов. Говорит, как будто бы я там была в комнате с тобой. Говорит, я все это видела, как ты рассказывала. Говорит, мы с тобой прям вместе. И говорит, когда ты встала, пошла в туалет, я такая, о, а где на кухне? Такая, где мы? Что мы? И вот она сидела, и она говорит, даже я встать не могу. Я так думаю, а что вообще произошло? Получается, что своим рассказом она ко мне пришла, и мы вместе пошли в прошлое и Да. посмотрели, как это все произошло. Но это для нас было это впервые, потому что у нас с ней были разорванные отношения 2 года, где-то мы почти Мгм. не общались, она была ужасно обиженная. И последние 3 года мы все это заново выстраиваем вместе с 14 лет ее. И Мгм. наконец-то у нас сейчас какие-то настоящие отношения, как у мамы с дочкой, да такие, которые я себе представляю. Никто написал, никто сказал, а вот как я себе представляю. Боже мой, это прекрасно. Я прям так рада, вот прям внутри сердечко радуется полностью. Ну, приятно, да. Но, в принципе, если бы у нас не совпали с отношения, то это тоже нормально. И как я говорила, что нет плохого, нет хорошего. Как есть, оно так должно быть. Да, для всего есть своя причина. То есть вы проходите какой-то свой опыт, который душа хочет пройти, и это всего лишь опыт. Конечно, сейчас это может прозвучать очень, как сказать, кого-то это, возможно, заденет, потому что у людей бывают разные опыты, и часто это нелегко, но мы заранее выбираем наш путь, когда перед тем, как появляемся здесь, рождаемся на этой земле. Но возвращаясь вот к маскам, состояниям, мне вот пришла такая картинка того, что, мне кажется, еще в женщинах это очень четко проявляется, и где-то это пересекается с природой. Мы очень живем через нынешний момент. Не все, но как бы в нашей натуре это есть. То есть бывают такие нюансы, моменты, когда я вижу, там, допустим, у меня подруги, она занялась и влюбилась в выпечку хлеба. И вот у нее сейчас такой период, да. Кто-то там вдруг ушел с работы в компании с инвестициями и уехал за город, устроил какую-то flower farm и начал заниматься этим. То есть женщина, она живет вот из внутренней интуиции, внутреннего ощущения и максимально, мне кажется, близка к ощущению момента и проживанию вот этих истинных, искренних эмоций, того, что твоего пути, как он есть. Потому что
у нас почему-то считается, что, ну, как бы с детства, допустим, мне говорили всегда, там, нужно чего-то добиться, нужно быть лучшей, особенно в школе это еще прививается история, что нужно, чтобы у тебя были высокие оценки, да, и мы вырастаем вот с этим пониманием, что нужно с кем-то сравниваться, нужно с кем-то, не знаю, быть всегда впереди, нужно быть всегда лучшей, нужно быть всегда готовой, нужно быть всегда красивой. Во-первых, нет, этого ничего не нужно. А как же сам процесс? Вот сам этот процесс, в этом же есть кайф жизни. Вот как ты проживаешь свою жизнь, чем ты ее наполняешь, и что ты проходишь, что ты вкладываешь, из чего ты состоишь. И еще, что мне хотелось, вот сейчас мне пришло сказать, что я в какой-то момент проживала такую историю, что у нас тоже в обществе есть такая история, что мы ассоциируем себя с домами, с какими-то и материальными вещами, сколько у меня сумок, да, дорогих, сколько у меня, не знаю, машин. И почему-то value человека, оно оценивается через вот эти факторы. Но я в какой-то момент, когда вот начала снимать с себя слои, также давала свои вещи, раздавала, я поняла, что ценность человека, она не зависит от того, что вокруг тебя и сколько оно стоит, или сколько ты зарабатываешь, или сколько у тебя дипломов, или сколько еще каких-то таких моментов, нюансов, которые считаются в нашем мире меркой твоей ценности. Ценность уже в принципе у тебя есть, потому что ты уникален. И мне очень хочется, чтобы каждый человек в нашем мире это осознал. Мы, каждый из нас уникален, каждый наш опыт уникален, каждый наш подход уникален. Нет другого создания, которое будет делать то, что ты делаешь, или говорить, или просто даже танцевать, как ты. Ты уникален. Хороший выпуск. Ты уникальный. И ты уникальна. Это же правда. Даже правда. Даже если посмотреть на статистику, сколько человек должны были выжить в твоем поколении, чтобы ты появилась. Да. И сколько еще от тебя, сколько кусочков тебя будет еще в дальнейшем. Да, как бы это же, да, это, Проявляется в Вселенной. да, поэтому. Но мы можем в следующий раз даже, может быть, немножко глубже уйти в это. Именно Да, хорошая идея. уникальность. Уникальность. И сейчас я еще подумала о том, как мы создаем. Может быть, вот эту тему еще затронуть. Давай. Мгм. Ну что ж, тогда мы будем заканчивать наш подкаст. И благодарим всех, кто будет подключаться, слушать нас, как мы делимся опытом, и искренне надеемся, что этот свет, этот опыт, эти знания как-то вам тоже помогут на вашем пути. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то темы, которые вы хотите обсудить, чтобы мы обсудили, затронули в нашем подкасте, обязательно пишите в комментариях. Обязательно. И мы постараемся затронуть эту тему. Да, ну что ж, мы с вами прощаемся до следующей недели. Всем пока. Пока-пока.